Каждую секунду во Вселенной рождается около 300 новых звезд. Каждую секунду умирает примерно столько же. И каждую секунду, примерно в 100 галактиках, происходит событие настолько катастрофическое, что оно способно уничтожить все живое в радиусе тысяч световых лет. Ты думаешь, что космос — это бесконечное пространство возможностей? Место, где жизнь может расцвести в любой точке, на любой планете, вокруг любой звезды. Но реальность совершенно иная. Реальность жестока, безжалостна и равнодушна. И сегодня ты узнаешь, почему большинство галактик во Вселенной — это не колыбели жизни, а ее кладбище. Мы отправимся в путешествие через 3 фундаментальных загадки, которые современная наука едва начинает понимать. Первое. Почему зона, пригодная для жизни в большинстве галактик, невероятно узка, а порой и вовсе отсутствует? Второе. Какие космические катастрофы регулярно стерилизуют целые звездные системы, делая возникновение сложных организмов практически невозможным? И третье. Что означает для нас, людей, осознание того, что Вселенная, возможно, не создана для существования разумных наблюдателей? Ты узнаешь вещи, которые заставят тебя по-другому взглянуть на ночное небо. Ты поймешь, почему наше существование — это не закономерность, а статистическая аномалия такого масштаба, что ее вероятность сопоставима с выигрышем в лотерею миллион раз подряд. И когда ты осознаешь, через какие испытания прошла жизнь на Земле, чтобы просто существовать, ты больше никогда не сможешь смотреть на звезды прежними глазами. Если тебя завораживают тайны космоса, подпишись на этот канал. Путешествие начинается прямо сейчас, когда в 1961 году американский астроном Фрэнк Дрейк представил свою знаменитую формулу для оценки числа внеземных цивилизаций. Научное сообщество было охвачено оптимизмом. Казалось, что галактика Млечный Путь должна буквально кишеть разумной жизнью. Миллиарды звезд, миллиарды потенциальных планет, миллиарды лет эволюции. Математика казалась неумолимой. Жизнь должна была быть везде. Этот оптимизм распространился и на другие галактики. Если в нашей галактике, рассуждали ученые, существуют миллионы потенциально обитаемых миров, то в 2 триллионах галактик наблюдаемой Вселенной их должно быть несчетное множество. Каждая галактика представлялась отдельным космическим инкубатором, в котором жизнь развивается независимо, следуя универсальным законам химии и физики. Десятилетиями эта картина доминировала в научном сознании. Программы поиска внеземного разума, такие как сети, направляли свои радиотелескопы не только на близлежащие звезды, но и на соседние галактики – Андромеду, Треугольник, Магеллановы облака. Все они казались потенциальными домами для инопланетных цивилизаций. Популярная культура подхватила эту идею и превратила ее в аксиому. Космос полон жизни. Мы просто еще не нашли ее. Но с каждым годом накапливались данные, которые рисовали совершенно иную картину. И чем глубже ученые погружались в изучение условий, необходимых для возникновения и поддержания жизни, тем более мрачной становилась эта картина. Первый удар по оптимистической картине нанесла концепция галактической зоны обитаемости. В начале 2000-х годов астробиологи Гильермо Гонсалес и Джей Ричардс опубликовали исследование, которое изменило наше понимание того, где во Вселенной может существовать жизнь. Они показали, что не каждая область галактики одинаково пригодна для возникновения живых организмов. Более того, в большинстве галактик вообще нет условий, которые позволили бы жизни просуществовать достаточно долго для развития сложных форм. Рассмотрим нашу собственную галактику. Млечный Путь. Она содержит от 200 до 400 миллиардов звезд, растянутых в диске диаметром около 100 тысяч световых лет. На первый взгляд, это невообразимое количество потенциальных мест для жизни. Но при ближайшем рассмотрении картина меняется радикально. Центральные области галактики, примерно внутренние 10 тысяч световых лет от ядра, представляют собой зону смерти. Здесь плотность звезд настолько высока, что гравитационные возмущения постоянно дестабилизируют планетные орбиты. Кометы и астероиды регулярно выбрасываются из внешних областей звездных систем во внутренние, бомбардируя любые потенциально обитаемые миры. Но это еще не все. В центре галактики находится сверхмассивная черная дыра, Стрелец, масса которой превышает массу Солнца в 4 миллиона раз. Периодически материя падает на этот космический монстр, вызывая выбросы энергии, способные стерилизовать планеты на расстоянии в тысячи световых лет.
Внешние области галактики, казалось бы, должны быть безопаснее, но здесь возникает другая проблема – химическая. Для возникновения жизни, какой мы ее знаем, необходимы тяжелые элементы – углерод, кислород, азот, фосфор, сера, железо. Эти элементы образуются в недрах массивных звезд и выбрасываются в космос при взрывах сверхновых. Но на периферии галактики звезды рождались реже, сверхновые взрывались реже. И как следствие, содержание тяжелых элементов там значительно ниже. Планеты, которые могут формироваться в этих областях, будут бедны скальными породами и минералами, необходимыми для жизни. Таким образом, галактическая зона обитаемости в Млечном Пути – это относительно узкое кольцо, расположенное примерно между 20 и 30 тысячами световых лет от центра. Наше Солнце находится на расстоянии около 26 тысяч световых лет от галактического ядра, почти идеально в середине этой зоны. И это не случайность. Но вот в чем проблема. Большинство галактик во Вселенной устроены совершенно иначе. И в большинстве из них галактическая зона обитаемости либо чрезвычайно узка, либо вовсе отсутствует. Возьмем эллиптические галактики. Это гигантские звездные системы, в которых звезды распределены не в плоском диске, как в спиральных галактиках вроде нашего Млечного Пути, а в трехмерном эллипсоиде. Эллиптические галактики составляют значительную часть галактик во Вселенной. По некоторым оценкам, до 15% всех галактик относятся к этому типу, но они содержат огромную долю всех звезд во Вселенной из-за своих гигантских размеров. И вот что делает эллиптические галактики враждебными для жизни. Во-первых, они образовались в результате столкновений и слияний других галактик. Эти катастрофические события, длящиеся миллионы лет, дестабилизировали орбиты бесчисленных планет, выбрасывая их в межзвездное пространство или направляя их прямо в объятия их родительских звезд. Любая жизнь, которая могла существовать в галактиках до их слияния, была бы уничтожена. Во-вторых, в эллиптических галактиках практически прекратилось звездообразование. Газ, из которого рождаются звезды, либо был израсходован, либо нагрет до таких температур, что не может коллапсировать под действием собственной гравитации. Это означает, что большинство звезд в эллиптических галактиках очень старые. Им 10, 12, даже 13 миллиардов лет. Они сформировались в эпоху, когда Вселенная была бедна тяжелыми элементами, и планеты вокруг них, и если они вообще существуют, также бедны веществами, необходимыми для жизни. В-третьих, высокая плотность звезд в центральных областях эллиптических галактик создает ту же проблему, что и в центре Млечного Пути, но в гораздо большем масштабе. Гравитационные возмущения, частое сближение звезд, интенсивное фоновое излучение – все это делает существование стабильных планетных систем крайне маловероятным. Но, может быть, карликовые галактики, маленькие, спокойные, с небольшим количеством звезд, являются более благоприятными для жизни. К сожалению, и здесь картина неутешительная. Карликовые галактики, которых во Вселенной больше, чем любых других типов, страдают от противоположной проблемы. Их гравитация слишком слаба, чтобы удержать газ, выброшенный взрывами сверхновых. Когда в карликовой галактике взрывается массивная звезда, ударная волна не просто перемешивает межзвездный газ, как это происходит в больших галактиках, она выталкивает его в межгалактическое пространство. В результате карликовые галактики быстро теряют материал для звездообразования и остаются с небольшим количеством старых, бедных металлами звезд. Более того, карликовые галактики часто являются спутниками более крупных галактик и подвергаются так называемому приливному разрушению. Гравитация большой галактики постепенно растягивает и деформирует карликовую, выдергивая из нее звезды и газ. Орбиты планет в таких условиях нестабильны, а любая развивающаяся жизнь постоянно находится под угрозой космических катастроф. И даже среди спиральных галактик, того типа, которому принадлежит наш Млечный Путь, условия для жизни сильно варьируются. Галактики со слишком активным звездообразованием опасны из-за частых взрывов сверхновых. Галактики с активными ядрами выбрасывают потоки смертоносного излучения. Галактики, недавно пережившие столкновения с другими галактиками, хаотичны и нестабильны. Научное сообщество постепенно пришло к неутешительному выводу: Млечный Путь — это нетипичная галактика. Это необычайно благоприятная для жизни звездная система. Наша галактика не переживала крупных столкновений в последние 10 миллиардов лет. Ее центральная черная дыра относительно спокойна. Темп звездообразования умеренный,
не слишком быстрой, чтобы вызывать постоянные катастрофы, но и не слишком медленной, чтобы привести к химическому объединению. А Солнечная система расположена в той самой узкой галактической зоне обитаемости, где условия наиболее благоприятны. Но даже это еще не полная картина, потому что реальность еще мрачнее, чем можно было бы предположить. Видишь ли, когда ученые говорят о галактической зоне обитаемости, они имеют в виду лишь необходимые условия для жизни. Но необходимые условия – это далеко недостаточные условия. Галактическая зона обитаемости говорит нам, где жизнь теоретически может возникнуть. Она не говорит нам, где жизнь может выжить достаточно долго, чтобы стать сложной. А для того, чтобы жизнь стала сложной, чтобы одноклеточные организмы превратились в многоклеточные, чтобы возникли растения и животные, чтобы появился разум, требуется стабильность, требуются миллиарды лет непрерывной эволюции без катастрофических перезапусков. На Земле жизнь существует около 4 миллиардов лет, но многоклеточная жизнь появилась лишь около 600 миллионов лет назад. Разумная жизнь – лишь несколько сотен тысяч лет назад. И даже на нашей относительно защищенной планете, в нашей относительно спокойной галактике, жизнь неоднократно оказывалась на грани полного уничтожения. Массовые вымирания – пермское, триасовое, меловое – уносили до 96% всех видов. И причиной этих вымираний часто имели космическое происхождение – падение астероидов, изменение орбитальных параметров Земли, возможно, даже далекие гамма-всплески. И вот здесь мы подходим к главному. Если даже в Млечном Пути, в этой исключительно благоприятной для жизни галактике, развитие сложных организмов требует невероятного везения, то, что происходит в других галактиках, где условия гораздо более суровы? Ответ прост и пугают одновременно. В большинстве галактик сложная жизнь, скорее всего, невозможна. Не потому, что она не может возникнуть, она может. Химические реакции, ведущие к появлению органических молекул, происходят повсюду во Вселенной. Аминокислоты находят в межзвездных облаках, в метеоритах, в хвостах комет. Строительные блоки жизни вездесущи. Но жизнь – это не просто химия. Жизнь – это непрерывный процесс, требующий стабильной среды на протяжении геологических эпох. И большинство галактик эту стабильность обеспечить не могут. Представь себе планету на окраине карликовой галактики. На ней возникает жизнь. Простейшие организмы начинают свой эволюционный путь. Проходит несколько сотен миллионов лет. Но затем материнская галактика проходит слишком близко к более крупной галактике. Гравитационное взаимодействие дестабилизирует орбиты планет, и молодая биосфера погибает. Или представь планету в молодой галактике с активным звездообразованием. Жизнь появляется и начинает развиваться. Но каждые несколько миллионов лет где-то поблизости взрывается сверхновая, обрушивая на планету потоки радиации. Жизнь раз за разом откатывается к простейшим формам, никогда не достигая уровня сложности, необходимого для возникновения разума. Или представь планету в эллиптической галактике. Она формируется вокруг старой звезды, бедной тяжелыми элементами. На ней нет достаточно фосфора для образования ДНК и РНК, нет достаточно железа для гемоглобина или его аналогов. Жизнь на химическом уровне просто невозможна. Эти сценарии – не научная фантастика. Это математические модели, основанные на наших знаниях о галактической эволюции, звездообразовании и условиях, необходимых для жизни. И эти модели говорят нам, что подавляющее большинство галактик во Вселенной – это мертвые зоны. Но реальность еще более ошеломляющая, чем просто неблагоприятные условия. Потому что даже те редкие галактики, которые похожи на наш Млечный Путь, не гарантируют жизни. Они всего лишь дают ей шанс. И этот шанс постоянно оспаривается силами, о которых мы поговорим далее. Ты думал, что космос – это место безграничных возможностей. Ты думал, что среди триллионов галактик должны быть миллиарды обитаемых миров? Официальная картина, оптимистическая картина, которую рисуют научно-популярные фильмы и книги, эта картина разбивается о реальность галактической физики. Но все это лишь начало, потому что мы еще не поговорили о самых смертоносных явлениях во Вселенной, о силах, которые могут уничтожить жизнь в масштабах не планет, не звездных систем, а целых галактических регионов, о космических катастрофах, происходящих прямо сейчас, в эту самую секунду, в миллионах галактик по всей наблюдаемой Вселенной. Реальность гораздо более темная, чем ты мог себе представить. Космическое пространство между звездами кажется пустым.
черная бездна, в которой нет ничего, кроме редких атомов водорода, дрейфующих в бесконечности. Но эта пустота обманчива. Каждую секунду через твое тело проходят миллионы частиц, летящих со скоростью, близкой к скорости света. Протоны, ядра гелия, электроны, тяжелые ионы. Все они несут в себе энергию, достаточную для того, чтобы разрывать молекулы ДНК и вызывать мутации в живых клетках. Это космические лучи, и они представляют собой одну из самых недооцененных угроз для жизни во Вселенной. На Земле мы защищены от большей части этого излучения. Магнитное поле нашей планеты отклоняет заряженные частицы, направляя их к полюсам. Атмосфера поглощает то, что прорывается сквозь магнитный щит. Но даже эта двойная защита не абсолютна. Астронавты на Международной космической станции получают дозу радиации в 200 раз превышающую ту, что получает человек на поверхности Земли. А ведь станция все еще находится внутри магнитосферы нашей планеты. Теперь представь планету без магнитного поля или планету с тонкой атмосферой, или планету, расположенную в области галактики с повышенной интенсивностью космических лучей. Жизнь на такой планете подвергалась бы постоянной бомбардировке высокоэнергетическими частицами. Мутации накапливались бы быстрее, чем эволюция могла бы их исправлять. Раковые заболевания поражали бы организмы еще до того, как они успевали бы достичь репродуктивного возраста. Сложная многоклеточная жизнь в таких условиях попросту не смогла бы развиться. И вот что важно понимать. Интенсивность космических лучей сильно варьируется от галактики к галактике, от региона к региону внутри одной галактики и даже от эпохи к эпохе в истории одной звездной системы. Источники космических лучей разнообразны. Остатки взрывов сверхновых являются мощнейшими ускорителями частиц во Вселенной. Ударные волны, распространяющиеся от взорвавшейся звезды, подхватывают атомы межзвездного газа и разгоняют их до релятивистских скоростей. Эти частицы затем путешествуют по галактике, отражаясь от магнитных полей, и могут достигать звездных систем, удаленных на сотни и тысячи световых лет от места взрыва. В галактиках с активным звездообразованием, так называемых галактиках со вспышкой звездообразования, сверхновые взрываются в десятки и сотни раз чаще, чем в спокойных галактиках вроде Млечного Пути. Космическое пространство в таких галактиках буквально пронизано потоками высокоэнергетических частиц. Любая планета, находящаяся в подобной среде, постоянно подвергается радиационному воздействию, несовместимому с существованием сложной жизни. Но остатки сверхновых — это лишь один из источников космических лучей. Существуют объекты гораздо более экзотические и гораздо более опасные. Пульсары — это быстро вращающиеся нейтронные звезды, остающиеся после коллапса массивных звезд. Они обладают невероятно мощными магнитными полями, превышающими магнитное поле Земли в триллионы раз. Эти поля ускоряют частицы до колоссальных энергий и выбрасывают их в космос в виде узконаправленных пучков. Пульсар, расположенный в нескольких десятках световых лет от обитаемой планеты, может периодически облучать ее этими смертоносными потоками, каждый раз нанося удар по местной биосфере. В Млечном Пути обнаружено более 3000 пульсаров. Астрономы считают, что реально их число может достигать сотен миллионов. Просто большинство из них не направлено в нашу сторону или слишком слабы, чтобы быть обнаруженными. И каждый из этих объектов представляет потенциальную угрозу для планет в своем окружении. Но даже пульсары бледнеют на фоне магнитаров. Магнитары — это особый тип нейтронных звезд с магнитными полями, настолько мощными, что они буквально искривляют структуру пространства-времени вокруг себя. Магнитное поле магнитара может превышать магнитное поле обычного пульсара в 1000 раз, достигая величин порядка 10 в 11 степени Гаусс. Для сравнения, магнитное поле Земли составляет примерно полгаусса. Магнитное поле магнитара в 2 квадриллиона раз сильнее. Эти объекты нестабильны. Их кора, состоящая из сверхплотной ядерной материи, периодически испытывает так называемые звездотрясения. Когда это происходит, магнитар выбрасывает колоссальное количество энергии в виде рентгеновского и гамма-излучения. Эти вспышки настолько мощны, что могут быть обнаружены с расстояния в миллионы световых лет. 27 декабря 2004 года магнитар SGR-11806-20, расположенный на расстоянии около 50 тысяч световых лет от Земли, на противоположной стороне галактики, испытал гигантскую вспышку. За долю секунды он выбросил количество энергии, которое Солнце излучает за 150 тысяч лет. Несмотря на огромное расстояние,
Эта вспышка ионизировала верхние слои земной атмосферы и кратковременно нарушила работу некоторых спутников. Теперь представь, что подобный магнитар находится не на расстоянии 50 тысяч световых лет, а в нескольких сотнях или даже десятках световых лет от обитаемой планеты. Вспышка такой мощности с близкого расстояния полностью уничтожила бы озоновый слой планеты, подвергнув ее поверхность воздействию смертоносного ультрафиолетового излучения на годы и десятилетия. Жизнь на суше была бы уничтожена. Морские экосистемы были бы серьезно повреждены. Даже микроорганизмы в глубине океанов испытали бы на себе последствия радиационного удара. И магнитары – это не редкость. По оценкам астрономов, в Млечном Пути может существовать до 30 миллионов магнитаров. Большинство из них находится в неактивном состоянии, но любой из них может проснуться в любой момент. Но все это меркнет перед самым смертоносным явлением во Вселенной – гамма-всплесками. Гамма-всплески были открыты случайно в 1967 году американскими военными спутниками Вела, которые были предназначены для обнаружения ядерных испытаний в космосе. Вместо советских бомб спутники зафиксировали загадочные импульсы гамма-излучения, приходящие из глубокого космоса. На протяжении десятилетий природа этих вспышек оставалась загадкой. Сегодня мы знаем, что они представляют собой самые мощные взрывы во Вселенной после Большого взрыва. Гамма-всплески делятся на две категории – короткие и длинные. Короткие гамма-всплески, длящиеся менее 2 секунд, возникают при слиянии двух нейтронных звезд или нейтронной звезды с черной дырой. Длинные гамма-всплески, продолжающиеся от нескольких секунд до нескольких минут, связаны с коллапсом сверхмассивных звезд, так называемых гиперновых. При длинном гамма-всплеске ядро умирающей звезды схлопывается, образуя черную дыру. Материя, падающая на эту новорожденную черную дыру, формирует аккреционный диск, который выбрасывает два узких джета, струи частиц и излучения, движущихся со скоростью, составляющей более 99% от скорости света. Вся энергия коллапса звезды канализируется в эти два пучка, делая их невообразимо мощными. Типичный длинный гамма-всплеск за несколько секунд выбрасывает количество энергии, эквивалентное полному превращению в излучение массы нескольких солнечных масс. Это больше энергии, чем Солнце выработает за всю свою 10-миллиардолетнюю жизнь. Это больше энергии, чем выделяется при обычном взрыве сверхновой. Это настолько много энергии, что человеческий разум просто не в состоянии это осознать. Гамма-всплески регистрируются почти ежедневно. Специальные космические обсерватории, такие как Свифт и Ферми, фиксируют около 300 гамма-всплесков в год. Большинство из них происходит в далеких галактиках на расстояниях в миллиарды световых лет. Но это не делает их менее опасными. Это лишь означает, что мы наблюдаем события, произошедшие миллиарды лет назад. В каждой галактике гамма-всплески происходят регулярно, примерно один раз в несколько сотен тысяч или миллионов лет. И вот что делает гамма-всплески особенно смертоносными – их узконаправленность. Если сверхновая излучает свою энергию во всех направлениях, то гамма-всплеск концентрирует ее в узком конусе с углом раскрытия всего несколько градусов. Это означает, что планета, находящаяся на пути этого пучка, получает в 1000 раз больше энергии, чем если бы та же энергия была распределена равномерно по всей сфере. Это также означает, что опасная зона гамма-всплеска простирается на гораздо большие расстояния, чем у любого другого астрофизического явления. Астрофизики рассчитали, что гамма-всплеск, произошедший на расстоянии до 6000 световых лет от Земли и направленный в нашу сторону, вызвал бы массовое вымирание. Поток гамма-излучения уничтожил бы озоновый слой за считанные секунды. Поверхность планеты подверглась бы интенсивному ультрафиолетовому облучению. Химические реакции в атмосфере привели бы к образованию оксидов азота, которые еще сильнее разрушали бы озон и вызывали кислотные дожди. Фотосинтезирующие организмы, основа пищевых цепей, были бы уничтожены, экосистемы рухнули бы. 6000 световых лет – это огромное расстояние. Свету требуется 6 тысячелетий, чтобы преодолеть его. Но в масштабах галактики это совсем немного. В радиусе 6000 световых лет от Солнца находятся миллионы звезд. Среди них есть массивные звезды, которые в будущем закончат свою жизнь как гиперновые. Существует гипотеза, что ордовикско-силурийское вымирание, произошедшее около 445 миллионов лет назад и унесшее около 85% всех морских видов, могло быть вызвано близким гамма-всплеском. Прямых доказательств этому нет. Гамма-всплески не оставляют следов,
которые можно было бы обнаружить в геологической летописи миллионы лет спустя. Но характер вымирания, внезапный, глобальный, затронувший в первую очередь организмы, обитавшие на небольшой глубине, хорошо согласуется с последствиями интенсивного ультрафиолетового облучения. Но 6000 световых лет — это лишь порог для массового вымирания. На меньших расстояниях последствия были бы еще более катастрофическими. Гамма-всплеск на расстоянии в 1000 световых лет мог бы полностью стерилизовать обращенную к нему сторону планеты, убив все живое на поверхности за секунды. Гамма-всплеск на расстоянии в 100 световых лет — это событие планетарного уничтожения, после которого даже глубоководные организмы не смогли бы выжить. И вот что особенно тревожит. Мы не можем предсказать гамма-всплески. Мы не можем заранее узнать, какая звезда взорвется как гиперновая и в каком направлении будет направлен джет. Мы не можем защититься от излучения, движущегося со скоростью света. Предупреждение и катастрофа придут одновременно. В Млечном Пути есть звезда, которая заставляет астрономов нервничать. Ее имя AR-104, и она расположена на расстоянии около 8000 световых лет от Земли в направлении созвездия Стрельца. Это так называемая звезда Вольфа Райе. Массивная, нестабильная, теряющая материю с невероятной скоростью. Она вращается в тесной паре с другой массивной звездой, и их звездные ветры сталкиваются, образуя характерную спиральную структуру из пыли и газа. AR-104 неизбежно взорвется как гиперновая. Это может произойти завтра. Это может произойти через 100 тысяч лет. Мы не знаем. И мы не знаем точно, куда направлена ее ось вращения, а значит, куда будут направлены джеты при взрыве. Некоторые исследования предполагают, что один из джетов может быть направлен примерно в сторону Солнечной системы. Расстояние в 8000 световых лет находится на границе опасной зоны. Если джет будет направлен точно на нас, последствия будут серьезными. Если он будет направлен чуть в сторону, мы ничего не заметим. Это космическая рулетка, и мы играем в нее каждую секунду, сами того не зная. Но в других галактиках ситуация гораздо хуже. В молодых галактиках, где много массивных звезд, гамма-всплески происходят чаще. В галактиках с низкой металличностью, то есть с низким содержанием тяжелых элементов, условия для возникновения длинных гамма-всплесков более благоприятны, поскольку звезды с низким содержанием металлов теряют меньше массы через звездный ветер и сохраняют достаточно углового момента для формирования джетов при коллапсе. Парадокс в том, что галактики с низкой металличностью — это те же самые галактики, которые бедны тяжелыми элементами, необходимыми для формирования скалистых планет и возникновения жизни. Но в их истории была эпоха, когда металличность была еще ниже. И именно тогда в них формировалось большинство массивных звезд, которые впоследствии взрывались как гиперновые. Эти древние гамма-всплески прокатились по молодым галактикам, стерилизуя огромные области и препятствуя развитию сложной жизни. Современные модели показывают, что в первые несколько миллиардов лет существования Вселенной гамма-всплески были настолько частыми, что практически ни одна галактика не была безопасной для жизни. Космос был наполнен вспышками смерти, и любая жизнь, которая могла возникнуть, методично уничтожалась. Лишь постепенно, по мере того, как галактики обогащались тяжелыми элементами и частота гамма-всплесков снижалась, во Вселенной стали появляться относительно безопасные области. Наш Млечный Путь — одна из таких областей, но даже сейчас, спустя 13 миллиардов лет после Большого взрыва, гамма-всплески продолжают происходить. И в большинстве галактик они происходят достаточно часто, чтобы сделать развитие сложной жизни маловероятным. Астробиологи Цви Пиран и Рауль Хименес в 2014 году опубликовали исследование, в котором рассчитали вероятность существования жизни в различных частях Вселенной с учетом угрозы гамма-всплесков. Их выводы были неутешительны. По их оценкам, 90% галактик во Вселенной слишком опасны для существования сложной жизни из-за высокой частоты гамма-всплесков. Даже в относительно благоприятных галактиках, таких как Млечный Путь, безопасна лишь небольшая часть, периферийные области с достаточным содержанием тяжелых элементов, но достаточно далекие от центра, где плотность звезд и частота катастрофических событий ниже. И все это мы рассмотрели лишь гамма-всплески, самые мощные, но не единственные убийцы во Вселенной. Сверхновые, магнитары, пульсары, близкие пролеты звезд, гравитационные возмущения — все эти факторы складываются в картину, в которой жизнь представляется не правилом, а исключением, не нормой, а аномалией. Наука многое знает о механизмах космических катастроф. Мы понимаем физику взрывающихся звезд.
Мы можем рассчитать энергию гамма-всплеска и предсказать его воздействие на атмосферу планеты. Мы создаем все более точные модели галактической эволюции и распределения опасных объектов. Но есть одна вещь, которую наука признает: мы не знаем всего. Мы не знаем, какие еще факторы могут делать галактики непригодными для жизни. Мы не знаем, какие катастрофы ждут нас в будущем. Мы не знаем, насколько типично или нетипично наше собственное существование. Каждый год открываются новые классы астрофизических объектов. Быстрые радиовсплески, обнаруженные лишь в 2007 году, до сих пор остаются загадкой. Их энергия колоссальна, их природа неизвестна, их потенциальное воздействие на обитаемые планеты не изучено. Что еще скрывает космос? Какие еще механизмы уничтожения жизни ждут своего открытия? Вселенная не просто безразлична к жизни, Вселенная активно враждебна. Она наполнена механизмами смерти, работающими постоянно во всех галактиках, во все эпохи. И тот факт, что мы существуем, что жизнь на Земле пережила 4 миллиарда лет космической бомбардировки, это не закономерность, это невероятное везение. Но везение не вечно. И космическая рулетка продолжает вращаться. Мы говорили о гамма-всплесках как о величайших убийцах во Вселенной, но это лишь вершина айсберга. Космос располагает целым арсеналом механизмов уничтожения, каждый из которых работает на своей шкале расстояний и времени. И все они вместе создают почти непроницаемый барьер для существования сложной жизни в большинстве галактик. Позволь рассказать тебе о квазарах. В центре практически каждой крупной галактики находится сверхмассивная черная дыра. В центре нашего Млечного Пути, как мы уже знаем, расположен Стрелец-А с массой в 4 миллиона солнечных масс. Это колоссальный объект, но по меркам сверхмассивных черных дыр он относительно скромен. В центре гигантских эллиптических галактик обнаружены черные дыры с массами в десятки миллиардов солнечных масс. Когда материя падает на сверхмассивную черную дыру, она образует аккреционный диск, вращающееся скопление газа и пыли, разогретое трением до температур в миллионы градусов. Этот диск излучает колоссальное количество энергии во всех диапазонах электромагнитного спектра. Кроме того, часть материи не падает в черную дыру, а выбрасывается в виде гигантских джетов, потоков плазмы, простирающихся на сотни тысяч световых лет от центра галактики. Активное галактическое ядро, питаемое падающей материей, может светить ярче всех звезд галактики вместе взятых. Когда активность достигает максимума, такой объект называется квазаром. Квазары видны с расстояния в миллиарды световых лет. Они являются одними из самых ярких объектов во Вселенной, и они представляют смертельную угрозу для любой жизни в своих родительских галактиках. Излучение активного галактического ядра проникает во все уголки галактики. Рентгеновские и ультрафиолетовые фотоны ионизируют атмосферы планет, разрушают органические молекулы, повреждают генетический материал живых организмов. Поток заряженных частиц из джетов создает мощные магнитные бури, способные нарушать магнитосферы планет и оставлять их беззащитными перед космической радиацией. В ранней Вселенной квазары были гораздо более распространены, чем сейчас. Миллиарды лет назад межгалактическое пространство было плотнее. Галактики чаще сталкивались друг с другом, и эти столкновения направляли потоки газа в центральные области, питая сверхмассивные черные дыры. Практически каждая крупная галактика в тот период прошла через фазу квазара, эпоху, когда ее центральное ядро извергало потоки смертоносного излучения. Современные исследования показывают, что во время активной фазы квазара вся галактика становится непригодной для сложной жизни. Не только центральные области, подверженные прямому облучению, но и периферии, куда проникают вторичные эффекты, усиленное ультрафиолетовое излучение, потоки космических лучей, нагретый межзвездный газ. Жизнь, которая могла существовать до начала активной фазы, уничтожалась. Жизнь, которая пыталась возникнуть во время активной фазы, не имела шансов закрепиться. Активные фазы квазаров длятся относительно недолго по космическим меркам, от нескольких миллионов до нескольких десятков миллионов лет. Но они могут повторяться. Каждое крупное слияние галактик способно реактивировать центральную черную дыру, возобновляя цикл смерти. Наш Млечный Путь сейчас находится в спокойном состоянии. Стрелец оголодает. Вокруг него недостаточно материи, чтобы поддерживать интенсивную аккрецию. Но это не будет длиться вечно. Через приблизительно 4,5 миллиарда лет Млечный Путь столкнется с галактикой Андромеды. Это столкновение, вероятнее всего, направит потоки газа к центрам обеих галактик, пробуждая спящих гигантов.
Объединенная галактика, которую некоторые астрономы уже назвали Млекомедой, может пережить новую фазу активного ядра. К тому времени, если человечество все еще будет существовать, нам придется справляться с угрозой совершенно нового порядка. Но большинство галактик во Вселенной уже прошли через эту мясорубку. Многие прошли через нее неоднократно, и каждый раз часы эволюции сбрасывались до нуля. Однако квазары — это явление, связанное с определенным этапом галактической эволюции. Существуют и более постоянные угрозы, действующие на протяжении всей истории галактики. Рассмотрим сейфертовские галактики. Это спиральные галактики с умеренно активными ядрами. Не квазары, но и не полностью спящие объекты. Их центральные черные дыры постоянно поглощают небольшое количество материи, испуская непрерывный поток рентгеновского и ультрафиолетового излучения. По оценкам астрономов, около 10% всех спиральных галактик в любой момент времени являются сейфертовскими. Это означает, что каждая спиральная галактика в среднем проводит около 10% своего существования в активном состоянии. И в это время обширные области галактики становятся непригодными для жизни. Но давай отвлечемся от экзотических объектов в центрах галактик и посмотрим на более обыденные, но не менее смертоносные явления. Звездные ясли, области активного звездообразования, обычно представляются как колыбели будущих миров. Из газопылевых облаков рождаются новые звезды. Вокруг них формируются планеты. И когда-нибудь на этих планетах может возникнуть жизнь. Это красивая картина, и она абсолютно неполна. Звездные ясли — это одни из самых опасных мест в галактике. Когда массивное молекулярное облако коллапсирует, оно порождает не одну звезду, а целое скопление. Сотни и тысячи звезд рождаются почти одновременно в компактном объеме пространства. Среди них массивные звезды типа А и Б, которые живут всего несколько миллионов лет перед тем, как взорваться как сверхновые. В плотной среде звездного скопления эти взрывы происходят слишком близко к формирующимся планетным системам. Ударные волны сверхновых сметают газовые диски, из которых должны были бы сформироваться планеты. Потоки излучения стерилизуют поверхности уже сформированных тел. Выброшенные при взрывах тяжелые элементы не успевают равномерно распределиться по скоплению. Одни области обогащаются ими, другие остаются бедными. Кроме того, в плотных звездных скоплениях гравитационные взаимодействия между звездами чрезвычайно интенсивны. Звезды сближаются друг с другом, их гравитация возмущает планетные орбиты. Планеты выбрасываются в межзвездное пространство, становясь так называемыми планетами-сироттами. Другие планеты меняют свои орбиты, переходя из зоны обитаемости в области слишком горячие или слишком холодные для жизни. Исследования рассеянных звездных скоплений в нашей галактике, таких как Плеяды, Геады, Ясли, показывают, что большинство звезд покидают свои родительские скопления в течение нескольких сотен миллионов лет. Гравитационные возмущения постепенно расталкивают членов скопления, и они рассеиваются по галактике. Наше Солнце, вероятнее всего, родилось в подобном скоплении около 4,5 миллиардов лет назад. К настоящему времени его звезды-собратья разбрелись по всему диску Млечного Пути, и мы не можем достоверно установить, какие из ближайших звезд были нашими соседями в древности. Но тот факт, что Солнечная система пережила этот бурный период формирования и сохранила стабильную планетную конфигурацию, это еще одно свидетельство нашей исключительной удачи. В других галактиках ситуация может быть принципиально иной. В галактиках со вспышкой звездообразования, так называемых Starburst галактиках, весь диск или значительная его часть превращается в одну гигантскую звездную ясель. Звезды рождаются в десятки и сотни раз быстрее, чем в спокойных галактиках вроде Млечного Пути. Это означает, что массивные звезды, которые станут сверхновыми, также формируются в десятки и сотни раз чаще. В такой галактике нет спокойных областей. Везде взрывы, радиация, ударные волны. Любая планетная система постоянно находится под угрозой уничтожения. Развитие сложной жизни в подобной среде практически невозможно. Старбарст галактики — не редкость. Они особенно распространены среди молодых галактик и среди галактик, переживающих слияние с соседями. Многие галактики в истории Вселенной прошли через фазу интенсивного звездообразования, и в эти периоды они были полностью стерильны. Но давай рассмотрим еще один фактор, о котором часто забывают при обсуждении условий для жизни в галактиках — межзвездную среду. Пространство между звездами не пусто. Оно заполнено чрезвычайно разреженным газом и пылью, межзвездной средой. Плотность этой среды ничтожна по земным меркам,
примерно 1 атом на кубический сантиметр в теплых областях и до миллиона атомов на кубический сантиметр в холодных молекулярных облаках. Но эта среда играет критическую роль в определении условий жизни на планетах. Солнечная система движется сквозь межзвездную среду со скоростью около 26 км в секунду. Солнечный ветер, поток заряженных частиц, испускаемый Солнцем, создает защитный пузырь вокруг нашей планетной системы, называемый гелиосферой. Этот пузырь отталкивает частицы межзвездной среды и космические лучи, обеспечивая дополнительный уровень защиты для планет. Но гелиосфера не постоянна. Ее размер и форма зависят от плотности окружающей межзвездной среды. Когда Солнечная система входит в область с повышенной плотностью газа, гелиосфера сжимается. В этом случае космические лучи проникают глубже в планетную систему, и уровень радиации на поверхности планет возрастает. В истории Земли, вероятно, были периоды, когда Солнечная система проходила через плотные облака межзвездного газа. Некоторые исследователи связывают эти прохождения с ледниковыми периодами и массовыми вымираниями, хотя прямые доказательства таких связей пока отсутствуют. Но что более важно, межзвездная среда сильно неоднородна в масштабах галактики. В одних регионах она более плотная, в других – менее. Звездные системы, находящиеся в областях с высокой плотностью межзвездной среды, лишены эффективной защиты от космических лучей. Их планеты постоянно подвергаются повышенному радиационному воздействию. В спиральных рукавах галактик межзвездная среда особенно плотная. Именно там происходит большая часть звездообразования. Солнечная система в своем движении вокруг галактического центра периодически пересекает спиральные рукава, входя в области повышенной опасности. По оценкам астрономов, полный оборот вокруг центра галактики занимает около 230 миллионов лет. И за это время Солнечная система несколько раз проходит через спиральные структуры. Существует гипотеза, что некоторые массовые вымирания в истории Земли коррелируют с этими прохождениями. Каждые несколько десятков миллионов лет наша планета оказывается в более опасной части галактики, и вероятность космических катастроф возрастает. Это так называемая гипотеза Шивы, названная в честь индуистского бога разрушения. В других галактиках спиральные рукава могут быть более выраженными, более плотными, более опасными. Зоны относительной безопасности между рукавами могут быть уже или отсутствовать вовсе. Жизнь на планетах в таких галактиках подвергалась бы постоянным ударам при каждом прохождении через спиральную структуру, никогда не получая достаточно времени для развития сложных форм. Теперь давай поговорим о явлении, которое представляет угрозу не только для отдельных планет, но для целых звездных систем и даже галактических регионов. Столкновение галактик – это не редкие события. Это норма галактической эволюции. Большинство крупных галактик в истории Вселенной пережили как минимум одно крупное слияние и множество поглощений более мелких спутников. Когда две галактики сталкиваются, звезды в них практически никогда не сталкиваются друг с другом напрямую. Расстояния между звездами слишком велики, а сами звезды слишком малы. Но гравитационные эффекты столкновения катастрофичны. Орбиты звезд хаотизируются. Спокойные круговые орбиты превращаются в вытянутые эллипсы. Звезды, которые прежде держались на безопасном расстоянии от центра галактики, могут быть заброшены в опасные внутренние области. Звезды из периферии могут быть выброшены в межгалактическое пространство вместе со своими планетными системами. Приливные силы при сближении галактик дестабилизируют планетные орбиты. Планеты могут быть выброшены из своих систем или направлены на столкновение со своими звездами. Орбиты могут стать настолько эксцентричными, что планета будет попеременно прожариваться вблизи звезды и замерзать на дальних участках орбиты. Столкновение галактик также запускает волну звездообразования. Межзвездный газ из обеих галактик сжимается и коллапсирует, порождая миллионы новых звезд одновременно. Это приводит к всплеску активности сверхновых через несколько миллионов лет, когда массивные звезды начинают заканчивать свою жизнь. Галактика превращается в зону боевых действий, где взрывы следуют один за другим. Наблюдения сталкивающихся галактик, таких как антенны, мыши, сигары, показывают именно эту картину: яркие области интенсивного звездообразования, перемежающиеся темными полосами пыли, искаженные спиральные рукава, вытянутые приливными силами, хаос вместо порядка. Сколько жизней было уничтожено при этих столкновениях? Сколько планет, на которых, возможно, зарождались первые микроорганизмы, были выброшены в холодную пустоту межгалактического пространства? Сколько развивающихся биосфер были стерилизованы вспышками излучения от активированных галактических ядер?
Мы никогда не узнаем, но мы знаем, что столкновение галактик — это не исключение, а правило. И большинство галактик во Вселенной прошли через эту мясорубку. Млечный Путь — снова исключение. Наша галактика не переживала крупных слияний в последние 10 или даже 11 миллиардов лет. Мы поглотили несколько карликовых галактик. Их остатки можно видеть в виде звездных потоков, пересекающих нашу галактику. Но эти события были относительно мягкими и не вызвали глобальной катастрофы. Это дало жизни на Земле и, возможно, на других планетах в Млечном Пути время, миллиарды лет относительной стабильности, в течение которых могла происходить эволюция, миллиарды лет без перезапуска. Но это время заканчивается. Столкновение с Андромедой неизбежно. Оно уже началось. Гало обеих галактик уже соприкасаются, хотя их диски еще разделены 2,5 миллионами световых лет. Через 4 миллиарда лет диски столкнутся, начнется хаос. Будет ли к тому времени существовать человечество? Будет ли жизнь на Земле? Сможет ли что-нибудь пережить катаклизм? Эти вопросы уходят в область спекуляций, но они напоминают нам о хрупкости нашего существования. Мы живем в окне возможностей, в период стабильности между двумя катастрофами. Мы существуем потому, что предыдущие катастрофы не уничтожили наших предков, и потому, что следующая катастрофа еще не наступила. И в большинстве галактик таких окон просто нет. Катастрофы следуют одна за другой, не давая жизни шанса развиться. Но все это лишь описание механизмов, физика, уничтожение. Теперь пора перейти к последствиям, к тому, что все это означает для вопроса о жизни во Вселенной, к экзистенциальным выводам, которые следуют из нашего понимания галактической враждебности. И эти выводы, предупреждаю, будут мрачными. Когда Энрико Ферми в 1950 году задал свой знаменитый вопрос «Где все?», он не мог знать того, что знаем мы сегодня. Он не знал о гамма-всплесках. Он не знал о магнитарах. Он не понимал масштабов галактической враждебности. Для него Вселенная была загадочно пустой, и эта пустота требовала объяснения. Сегодня мы понимаем, что вопрос Ферми следует переформулировать не «где все?», а «как кто-то вообще может существовать?». Мы прошли через лабиринт космических угроз. Мы видели, как галактики различаются по своей пригодности для жизни. Мы узнали о гамма-всплесках, способных стерилизовать целые звездные регионы. Мы рассмотрели квазары, превращающие галактики в печи излучения. Мы наблюдали столкновение галактик, хаотизирующие орбиты и запускающие волны разрушения. Теперь пора собрать все воедино. Пора понять, что все это означает для нашего места во Вселенной, и пора задать вопросы, на которые у нас нет ответов. Начнем с простой арифметики. В наблюдаемой Вселенной примерно 2 триллиона галактик. Это число с 12 нулями. Каждая галактика содержит в среднем 100 миллиардов звезд. Умножаем, получаем примерно 10 в 20 степени звезд, 100 секстиллионов. Число, которое невозможно осознать. Вокруг значительной части этих звезд обращаются планеты. Космический телескоп Кеплер показал, что планетные системы — это норма, а не исключение. По консервативным оценкам, в Млечном Пути существует больше планет, чем звезд. Экстраполируя на всю Вселенную, получаем число планет того же порядка, что и число звезд — десятки секстиллионов. При таких числах, казалось бы, жизнь должна быть повсюду. Даже если вероятность возникновения жизни на отдельной планете ничтожна, скажем, 1 на миллиард, количество обитаемых миров во Вселенной все равно измерялось бы триллионами. Но теперь применим фильтры, о которых мы говорили. 90% галактик слишком опасны для сложной жизни из-за высокой частоты гамма-всплесков. Остается 200 миллиардов галактик. Из них значительная часть — эллиптические галактики, прошедшие через катастрофические слияния и лишенные условий для формирования обитаемых планет. Исключаем их. Остается, скажем, 100 миллиардов галактик. Из оставшихся спиральных и неправильных галактик многие имеют активные ядра, находятся в фазе интенсивного звездообразования или недавно пережили столкновение. Исключаем еще значительную часть. Остается, возможно, 50 миллиардов галактик. В каждой из этих относительно благоприятных галактик лишь узкая зона, галактическая зона обитаемости, пригодна для существования сложной жизни. Это может быть 10, 20, максимум 30% звезд галактики. Применяем этот фильтр. Далее. Из звезд в галактической зоне обитаемости не все подходят для жизни.
Массивные звезды живут слишком мало. Красные карлики создают проблемы с приливным захватом и вспышечной активностью. Двойные и кратные звездные системы часто нестабильны. Остаются звезды солнечного типа спектральных классов F, G и K, а это лишь несколько процентов от общего числа. Теперь из этих звезд выбираем те, которые имеют планеты в зоне обитаемости. По данным Кеплера, это примерно каждая пятая или шестая звезда солнечного типа. Из планет в зоне обитаемости отбираем те, которые имеют подходящий размер и массу. Слишком маленькие не удержат атмосферу. Слишком большие станут газовыми гигантами или суперземлями с давящей атмосферой. Исключаем еще часть. Теперь учитываем необходимость магнитного поля, тектоники плит, наличие жидкой воды, подходящего химического состава. Каждый фактор отсеивает еще часть кандидатов. И, наконец, учитываем временный фактор. Для развития сложной жизни требуются миллиарды лет стабильности. Планета должна избежать космических катастроф на протяжении этого срока. Каждый миллион лет – это еще один бросок космических костей, еще одна возможность для фатального события. Когда мы применяем все эти фильтры последовательно, числа катастрофически сокращаются. От триллионов потенциально обитаемых миров мы приходим к чему? К миллионам, к тысячам, к сотням. Некоторые исследователи, проводя подобные расчеты с максимально пессимистичными, но все еще научно обоснованными оценками, приходят к выводу, что в наблюдаемой Вселенной может существовать лишь несколько тысяч планет с развитой многоклеточной жизнью. Несколько тысяч на 2 триллиона галактик. Другие исследователи получают несколько более оптимистичные числа – миллионы или даже миллиарды обитаемых миров. Но даже миллиард планет с жизнью на 2 триллиона галактик означает, что в типичной галактике нет ни одной. Жизнь, согласно этим расчетам, существует лишь в исключительных местах, в редких галактиках, похожих на Млечный Путь, в редких областях этих галактик, подобных окрестностям Солнца, на редких планетах, собравших все необходимые условия и избежавших всех возможных катастроф. Мы – аномалия, статистический выброс, существование которого не должно было быть. И это подводит нас к глубокому философскому вопросу – почему мы вообще существуем? Один из возможных ответов – антропный принцип. Мы существуем потому, что мы не могли бы задавать этот вопрос, если бы не существовали. Наблюдатели неизбежно обнаруживают себя в тех редких местах Вселенной, где наблюдатели могут возникнуть. Это не объяснение нашего существования, это лишь констатация логической необходимости. Но антропный принцип не снимает ощущения головокружения. Да, мы существуем, потому что находимся в подходящем месте. Но почему подходящих мест так мало? Почему Вселенная устроена так, что жизнь оказывается исключением, а не правилом? Некоторые физики предлагают ответ в рамках теории мультивселенной. Возможно, существует бесконечное множество вселенных с разными физическими константами и начальными условиями. В большинстве из них жизнь невозможна вовсе. Мы существуем в той вселенной, где жизнь возможна, пусть и редка, просто потому, что в других вселенных некому существовать. Это красивая идея, но она не поддается проверке. Мы не можем наблюдать другие вселенные. Мы не можем подтвердить или опровергнуть их существование. Мультивселенная остается философской гипотезой, а не научной теорией. Есть и другой подход к вопросу о нашем существовании, более мрачный. Концепция Великого фильтра, предложенная экономистом Робином Хансеном в 1996 году, предполагает, что на пути от мертвой материи к космической цивилизации существует один или несколько чрезвычайно маловероятных шагов. Эти шаги — фильтры, через которые должна пройти любая развивающаяся жизнь. Мы обсуждали космические катастрофы как внешние фильтры, но Великий фильтр может быть и внутренним, присущим самой жизни. Возможно, возникновение первой живой клетки — это событие настолько маловероятное, что оно происходит лишь раз на триллион планет с подходящими условиями. Возможно, переход от прокариот к эукариотам, клеткам с ядром — это еще один такой барьер. Возможно, возникновение многоклеточности или полового размножения или разума — каждый из этих шагов представляет собой отдельный фильтр. На Земле жизнь возникла почти сразу после того, как условия стали подходящими, примерно 3,5 или 4 миллиарда лет назад. Это может означать, что первый шаг возникновения жизни относительно прост, но переход к эукариотам занял почти 2 миллиарда лет. Многоклеточность появилась еще через миллиард лет, разум — еще через 600 миллионов лет. Каждый из этих переходов мог быть великим фильтром.
Каждый мог быть событием настолько редким, что лишь ничтожная доля планет с жизнью проходит через него. И вот что по-настоящему тревожит: мы не знаем, позади ли великий фильтр или впереди. Если великий фильтр позади нас, если мы уже прошли через самые маловероятные шаги, то наше существование объяснено. Мы редки, потому что мы преодолели барьеры, через которые большинство зародышей жизни не проходит. Галактика пуста, потому что почти никто не добрался до нашего уровня развития. Но если великий фильтр впереди, если все или почти все цивилизации уничтожают себя до того, как становятся космическими, то наше будущее мрачно. Мы обречены на тот же конец, что и наши неизвестные предшественники. Мы пройдем путь развития и погибнем, как погибли все до нас. Отсутствие следов внеземных цивилизаций может быть свидетельством того, что великий фильтр все еще ждет нас впереди. Ядерная война, климатическая катастрофа, искусственный интеллект, вышедший из-под контроля, биологическое оружие, нанотехнологическая катастрофа – нечто, о чем мы еще даже не думали. Эта неопределенность, позади фильтр или впереди, одна из самых тревожных идей современной астробиологии. Каждое открытие, приближающее нас к пониманию распространенности жизни во Вселенной, имеет значение для нашего будущего. Если мы обнаружим простейшую жизнь на Марсе или Европе, микроорганизмы, возникшие независимо от земной жизни, это будет плохой знак. Это будет означать, что возникновение жизни не фильтр. Фильтр находится на более поздней стадии. Если мы обнаружим остатки сложной жизни на экзопланете, ископаемые многоклеточные организмы, это будет еще худший знак. Это будет означать, что даже сложная жизнь развивается относительно часто. А значит, фильтр впереди, на стадии цивилизации или после нее. Напротив, если мы будем искать и не находить, если Марс окажется мертвым, если экзопланеты не покажут признаков биосигнатур, это парадоксальным образом будет хорошей новостью. Это будет означать, что великий фильтр позади, что мы прошли через него, что наше будущее открыто. Но давай вернемся к галактикам, к теме, с которой мы начали. Мы установили, что большинство галактик во Вселенной непригодны для сложной жизни. Но что это означает в космологической перспективе? Что это говорит нам о природе Вселенной и нашем месте в ней? Одна из интерпретаций – космический пессимизм. Вселенная не создана для жизни. Жизнь – это побочный эффект, случайность, флуктуация. Мы существуем вопреки Вселенной, а не благодаря ей. Космос равнодушен к нам в лучшем случае и враждебен в худшем. Эта точка зрения имеет долгую историю в философии. Древнегреческие атомисты полагали, что мир возник из случайных столкновений атомов в пустоте. Эпикурейцы учили, что боги, если они существуют, не заботятся о людях. В XIX веке Артур Шопенгауэр развил философию пессимизма, согласно которой бытие по своей природе – страдание. Современная наука, казалось бы, подтверждает эту мрачную картину. Вселенная огромна, холодна, смертельно опасна. Жизнь цепляется за редкие островки стабильности посреди океана хаоса. И даже эти островки рано или поздно будут поглощены расширяющейся бездной. Но есть и другая интерпретация. Вселенная, несмотря на свою враждебность, породила жизнь. Более того, она породила разум, способный осознать себя и задаться вопросами о своем существовании. Мы – способ, которым Вселенная познает себя. Атомы водорода, сформировавшиеся в первые минуты после Большого взрыва, прошли через звезды, сверхновые, межзвездные облака, планетные системы и превратились в существ, способных понять этот путь. Это не делает нашу жизнь менее хрупкой, но это придает ей значение. Карл Саган называл нас звездной пылью, размышляющей о звездах. Мы состоим из элементов, синтезированных в термоядерных печах давно мертвых звезд. Кальций в наших костях, железо в нашей крови, кислород в наших легких – все это было создано в космических катастрофах миллиарды лет назад. И теперь эта звездная пыль смотрит на небо и пытается понять, откуда она пришла. Это чудо – не сверхъестественное чудо, нарушающее законы природы, а естественное чудо – невероятно маловероятное событие, которое тем не менее произошло. Мы – свидетели этого чуда. Мы – его воплощение. И, возможно, мы – единственные свидетели в наблюдаемой Вселенной. Эта мысль может вызвать ужас, космическое одиночество, затерянность в бездне, но она может вызвать и благоговение, осознание уникальности и ценности того, что мы имеем. Давай подумаем о будущем. Вселенная продолжает расширяться. Галактики удаляются друг от друга.
Через триллионы лет небо потемнеет. Далекие галактики выйдут за горизонт наблюдаемости, и их свет никогда не достигнет нас. Звезды выгорят, белые карлики остынут, черные дыры испарятся через хокинговское излучение. В конечном счете Вселенная достигнет состояния тепловой смерти, максимальной энтропии, абсолютного равновесия, вечной неизменности. Никакой жизни, никаких процессов, никакого смысла. Но до этого триллионы и триллионы лет – целая вечность по человеческим меркам. И в этой вечности, возможно, будут другие вспышки жизни. В других галактиках, в других эпохах существа, которые никогда не узнают о нас, как мы никогда не узнаем о них. Острова сознания, мерцающие в океане тьмы. Или, возможно, не будет никого. Возможно, мы первые и последние. Единственный эксперимент Вселенной с самоосознанием. Мы не знаем и, возможно, никогда не узнаем. Но вот что мы знаем точно. Прямо сейчас, в этот момент, ты существуешь. Ты слушаешь эти слова. Ты размышляешь о своем месте во Вселенной. Ты – часть космоса, осознающая себя. Это произошло против всех вероятностей. Это произошло вопреки гамма-всплескам и сверхновым, вопреки столкновениям галактик и квазарам, вопреки миллиардам лет космической враждебности ты существуешь. И в масштабах того, что мы обсудили сегодня, это само по себе чудо. Когда ты в следующий раз посмотришь на ночное небо, ты увидишь не просто точки света, ты увидишь другие солнца. Некоторые из них окружены планетами. Большинство этих планет мертвы. Ты увидишь далекие галактики, миллиарды звезд в каждой, и почти все они находятся в зонах смерти. Ты увидишь Вселенную, которая кажется бесконечной, но в которой жизнь – редчайшая драгоценность, и ты поймешь, насколько хрупко все, что ты считаешь само собой разумеющимся. Голубое небо над головой, воздух, которым ты дышишь, магнитное поле, защищающее тебя от космических лучей, спокойная звезда, дающая тепло и свет, стабильная галактика, не переживающая катаклизмов, миллиарды лет эволюции, приведшие к твоему существованию. Все это могло не сложиться. Все это – результат невероятной череды событий, каждое из которых могло пойти иначе, но оно сложилось, и ты здесь. Что ты сделаешь с этим знанием? Космос молчит. Он не даст тебе ответа. Ответ внутри тебя. Возможно, осознание нашей хрупкости и редкости должно сделать нас более бережными к нашей планете, к нашему виду, друг к другу. Возможно, оно должно придать нашим жизням больше смысла. Не потому, что смысл дан нам извне, а потому, что мы сами создаем его. Возможно, осознание того, что мы, вероятно, одиноки или почти одиноки во Вселенной, налагает на нас ответственность сохранить этот огонек сознания, эту искру самосознания посреди безразличного космоса. Мы не выбирали быть здесь, но мы здесь. И то, что мы делаем с этим фактом, это единственное, что полностью в нашей власти. Вселенная породила нас из звездной пыли. Она дала нам глаза, чтобы видеть ее, разум, чтобы понимать ее, и ограниченное время, чтобы существовать в ней. Время идет, звезды горят, галактики вращаются, и где-то на маленькой голубой планете у желтой звезды в рукаве спиральной галактики существа из углерода и воды смотрят на небо и задаются вопросами. Кто мы? Откуда мы пришли? Куда мы идем? Одиноки ли мы? Вопросы без ответов, но сама способность задавать их – это дар. Редкий дар, которого лишено большинство Вселенной. Закрой глаза, почувствуй свое дыхание, осознай свое существование. Ты – невозможность, ставшая реальностью. Ты – Вселенная, познающая себя. И этого достаточно. Этого более чем достаточно. Спокойной ночи.